Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 июня, до конца месяца. Что удивит вас? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем с вами будущее, заглянем и останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Кому интересно узнать поподробнее, вы можете прочитать на моем сайте гороскоп на июнь, гороскоп до конца года, какие энергии преобладают. Ну и по китайской астрологии тоже есть статья, я оставлю ссылки в описании под видео, а также найдете статьи по психологии, кому интересно. А мы с вами идем дальше, 4 карты достаем. Что же нам расскажут, каковы события ближайшего будущего? Первая карта, которая нам обрисует события. Чего же ждать? Возможно, сфера жизни, которой придется уделять больше внимания, или какой-то вопрос. Вы даже, возможно, что-то и не планируете. А на картах Таро что же вас удивит? Что вас удивит, мои дорогие козероги? С чем будет связано? И вторая карта – это как неожиданности, и тем не менее, ключевое событие. Вот на что, может быть, придется переключиться, если таковые неожиданности будут, мы сейчас узнаем. Или, может быть, кто или что появится неожиданно, может быть, и информация даже какая-то. Или ваш собственный инсайт. И чего же ждать в конечном итоге, для чего все это нужно? По основным сферам жизни – это энергия ваших достижений, работа, бизнес – у кого-то учеба, документы, энергия денег, любовь, личная жизнь, в целом отношения. Каковы энергии, тоже узнаем. События ближайшего будущего. Какие-то итоги вы подводите. Кстати, по этой карте мы иногда получаем те деньги, которые вы заработали, но по какой-то причине они до вас не дошли, где-то задержались. Это вот как гонорар. Или, может быть, и по месту вашей службы работы тоже были какие-то такие затяжные периоды, когда, по каким-то независящим от вас причинам вы вовремя не получили. Но эта карта также еще любого подведения итога. И все же коса, о чем нам говорит карта. Нам нужно не пораниться. Может быть, такие энергии, когда мы с чем-то не согласны или с кем-то, может быть, и с вами, мои дорогие, не соглашаются. С одной стороны, прекрасная карта, чтобы собрать урожай, но, видимо, что делать с этим урожаем, надо подумать. Или с деньгами конкретно, если вы действительно получаете как гонорар или крупную сумму денег. Как-то тут вдумчиво нужно отнестись, потому что все же значение бубны. Деньги. Или, может быть, документы. Кто-то получает документы. И если даже есть какая-то, конфронтация или спорная ситуация, лучше не рисковать, никому ничего не доказывать. Скорее всего, мы тут и не докажем ничего, но сами словно себя делаем уязвимыми. Все-таки порезаться, да, нам говорит об этом. Вот этот серп, хотя чаще это называется карта коса. Поэтому будьте внимательны и осторожны. У кого-то из вас отношения, может быть, и с детьми, для людей семейных. Пусть это даже дети взрослые, весточка какая-то. Но это может быть еще и проект какой-то новый. Это вообще новые начинания. Это новая энергия. Когда нам что-то интересно, нам хочется это изучить. И, может быть, на самом деле кто-то из вас будет приступать к изучению какого-то нового направления. Я такое допускаю. По аркану ребенок мы не просто так ради любопытства учимся, а скорее всего, как-то вы эти знания сможете переложить на практику. Карта еще также говорит, мы в чем-то можем быть неопытны. Вот вроде бы в одном деле мы подводим итог, но, видимо, наверное, как наша жизнь, мы с вами живем в эпоху перемен. Просчитать прямо на 100% вперед все невозможно. Поэтому где-то карта дает совет – куда-то не торопиться. Нужно именно изучить. Эта карта говорит, что достаточно физических сил, потому что, это молодость, это здоровье, это где-то игра жизни, которая нас завораживает. Но в каком-то направлении у нас нет опыта. И, может быть, в одном направлении есть, вот где вы уже
профи, например, да, или те ситуации, с которыми вы столкнулись. А здесь может быть, как и ситуация, какая-то новая совершенно, когда вы, ну, с этим еще не сталкивались. Поэтому, с одной стороны, это как игра надежд каких-то. Вот такое может проигрываться. Хочется думать позитивно, да? И, конечно, вот молодость, здоровье, энергия, жизненные силы – это все нам помогает. Но если мы заручимся еще какими-то знаниями, наверное, эта карта тогда будет обещать какой-то очень продуктивный новый жизненный этап. События ближайшего будущего. Ну, какой-то союз. Может быть, это союз по работе, может быть и ваш личный какой-то союз, личная история любви. У кого-то, может быть, не поссориться с близким человеком. Вот я такое тоже допускаю. Разность взглядов. Вот такое может проиграться. Но по аркану все же кольцо – это те отношения, которые на долгие годы. И раз эта карта выпадает, значит, у кого-то это проиграется, к примеру, по работе, а у кого-то это может проиграться и в личной жизни. Может быть, вы думать будете, как перевести ваши отношения на новый уровень. Раньше вы встречались или были друзьями. Но наступает период, когда нового этапа хочется либо вам, ну кто знает, может быть и человеку, с которым вы встречались. Это вообще символ некоторой преданности, да. Когда брак люди заключают, они обмениваются кольцами. То есть то, что было дано как душевное обещание, они закрепляют в материальном каком-то союзе. Вот здесь я могу предположить и у кого-то как по бизнесу, да, или какой-то есть человек, важная персона, который вам может давать отдельные советы. Вы знаете, уже проверен этот человек временем. Здесь некоторый символ и экономический может быть, как устойчивость, да, какой-то прочный союз. Почему вот я говорю, но самые разные союзы. И в наше сложное время, мои дорогие козероги, даже если один человек есть вот такой надежный, это уже, считайте, вам повезло в нашу эпоху перемен. Ну, наверное, вы можете сами, кстати, искать правдивую информацию, потому что вам выпадают птицы, и это много новостей. Это и какой-то информационный хаос. И тут действительно учиться придется хотя бы просто потому, что вот эти новости, доверяй, но проверяй, говорит нам карта, здесь может быть не все так однозначно, как нам подают. Может быть, кто-то наоборот льстит, к примеру, да, хочет, чтобы вы ослабили где-то внимание. Но нам могут также подавать какую-то совершенно искаженную информацию, причем искренне могут подавать, человек в этом уверен. Все ведь зависит от нашего психологического восприятия, да и самой натуры человека. Поэтому если человек в чем-то уверен, он даже свою какую-то ошибку будет демонстрировать как достоверная правда. Поэтому вот какой-то нейтралитет, смотрите, мои дорогие козероги. Нейтралитет, аккуратность, осторожность, как и с информацией, так, может быть, и с деньгами тоже вам в эти 10 дней совершенно необходим. Есть, может быть, и те люди, кстати, которые вам говорят правду. Вот я и допускаю даже такой момент. Ваш близкий человек или тот, кому вы доверяете, может вам сказать что-то нелицеприятное. Не встречайте в штыки. Потому что может быть такая история, когда вам человек желает добра, и он не боится сказать правду. Значит, и эту информацию вам нужно как-то додумать. Работа с информацией сама по себе. И мы можем в это 10 дней слышать такие новости, которые, ну, не вписываются вообще в понимание или наше представление о благородстве, или о том, как это должно быть. Или вообще, в принципе, что такое порядок? Вот есть все-таки то, что пока у вас в привычный шаблон, ну, никак не входит. Поэтому и к этому надо тоже адаптироваться. Давайте мы узнаем, что же вас удивит. Или кто же вас удивит. Гнет, так называется десятка жезлов, обратите внимание, как будто человека уже согнуло под этими жезлами. А я вам скажу, что вас удивит. Вы ведь люди сильные. И вот в эту декаду может прийти такое своего рода прозрение, что на мне едут, вот буквально вот как едут эти 10 жезлов на спине, как мы говорим, на горбу, да.
Прошу прощения за мой сленг, но зато понятно. Потому что это мы взвалили на себя какие-то обязанности, вроде как впряглись и тянем по привычке. А здесь сила привычки не срабатывает. Скорее всего, какая-то правда для вас может открыться. Пусть это та правда, которую вы сами и находите, кстати. Здесь не захочется себя поставить на второе место. Вот раньше бы вы с чем-то согласились, а вот здесь нет. Вот в какой-то момент, в какой-то из дней в эту декаду вы поймете, что вы себя все время оставляете на потом, а у вас не хватает времени для чего-то очень важного лично для вас. Это как мечта, какое-то ваше желание или направление для изучения именно того, что вас интересует. Захочется сбросить эти 10 жезлов. Вас удивит, возможно, тот вопрос, когда обстоятельства вас к нему могут подвести, или даже при разговоре с конкретным человеком. А почему это вот я все время в какие-то дела включаюсь, бонусы получает кто-то другой? Вот именно такого рода вопросы вас могут удивить. Вы можете начать считать, мои дорогие. И я не имею в виду деньги, а потраченные усилия. Это тоже ресурсы, как и деньги. Ваши знания, ваша энергия, ваше время. И вы будете проводить баланс, сколько вы потратили вот этих ресурсов и какой эквивалент вы получили. И есть какая-то правда, которая вас может удивить. Но я так вижу по десятке жезлов, ведь это всегда, когда что-то идет уже чересчур, явно есть перекос, когда много работы, когда явно нужно делегировать, и карта об этом говорит, освободиться, по сути дела, от какого-то гнета. Ключевое событие или неожиданности. Рыцарь Пентаклей. Вы знаете, тут побудительным мотивом для кого-то может стать именно обучение. Причем у кого-то обучение онлайн. Или вы просто понимаете, что настало время изучить как новое направление. И это будет очень правильно. Или финансовую грамотность. У нас рыцарь Пентаклей, Пентакли, деньги. И это будет правильно, повторюсь, потому что в июле месяце планета революционных перемен или инновационных перемен. Это то, что мы даже не можем запланировать, спрогнозировать. Входит знак зодиака Близнецы. И было бы неплохо обрести некоторую финансовую грамотность, если вы чувствуете, что в некоторых ресурсах вы не разбираетесь. Или разобраться, в принципе, что такое новые цифровые технологии, начать изучать одну из них, искусственный интеллект, все то, что с этим связано, потому что нравится это нам или не очень, но за этим будущее. Это то, что уже как бы выбор был сделан давным-давно. И эта сфера развивается. Но вы можете быть даже шокированы, к примеру, от того, когда узнаете, насколько роботизированы некоторые процессы. Вот здесь какая-то явно присутствует информация, которая вас может перенастроить совершенно на другой лад. И нельзя от этого отмахнуться. Я все-таки вижу, ведь это тоже своего рода обучение, потому что рыцарь Пентакли едет медленно. Ему это совершенно необходимо для того, чтобы детализировать что-то. Или иногда эта карта говорит изучить не просто в деталях, а еще и с учетом какой-то инструкции. По этой карте это марафонский забег. Вы можете внезапно понять, что да, действительно мир изменился. И, может быть, к этому будет предпосылка, какая-то случайная информация или какая-то мелочь, которая вам попадется. Может быть, вы ищете информацию даже через интернет по изучению какого-то нового направления, и вас что-то заинтересует. Понятно, что быть нужно внимательным, переходя по ссылкам разного рода, письмам, которые приходят на почту на вашу. И этому тоже где-то стоит обучиться, разобраться, что это такое. Очень часто масса случаев, когда нужно понимать, по каким ссылкам мы переходим. Но, правда, есть темы, которые как-то перекликаются либо с работой, либо с вашими ресурсами, либо конкретно с деньгами. И вам эту тему нужно додумать, как будто изучить заново, к чему это все идет. А потому что богатство, вот смотрите, карта финансового успеха, карта не просто достатка, а возможностей. Для кого-то из вас, между прочим,
В личной жизни тоже могут быть какие-то подвижки. И может быть это вот этот гнет, прежние отношения, которые вас никаким образом не устраивают. Это вы себя уже в этих отношениях чувствуете как заложником, как под гнетом. И вам захочется тоже кому-то, пусть это не для всех, бросить вот эту вязанку жезлов. И вы будете готовы где-то идти в новые отношения. Может быть, и это сама по себе готовность чисто внутренняя, потому что хочется изменить свою жизнь. Может быть, у кого-то из вас и правда есть такая ситуация, когда прежний союз, он уже существует только де юре, а де-факто вас ничто не связывает. И тогда вы всерьез начнете думать, а сколько же я буду это продолжать. И на кону есть возможность создать семью. Или вы захотите выйти из одиночества, мои дорогие, потому что все-таки десятка пентаклей – это не только богатство, но здесь нам показан богатый дом и двое. Это карта и еще и семьи, и тех людей, которые надежны, которым мы доверяем. Ну вот у каждого по-своему. У кого-то, правда, вот те отношения, которые были как дружба, да, здесь могут перейти в нечто большее, когда вы захотите ваши отношения оформить, будете узнавать что-то, готовиться, может быть, даже к чему-то, и тогда вот эта карта к чему идет? Ну, к чему идет? К семье тогда идет. Кто-то может заключить и брак. Не буквально, может быть, в эти 10 дней, но вы начнете об этом думать или что-то обсуждать по этой теме. Ваши достижения. Ну, есть что как бы не требует вашего сражения, да, буквально по 4 мечей. Здесь отдых от смуты, так называется. Это отдых от какого-то бардака, от какой-то путаницы, вот от этой десятки жезлов. И все то, что я говорила по первой карте, эта карта подтверждает. Наступило время отказаться от какой-то многозадачности, иначе ты, Козерог, тратишь время попусту. Следом, наверное, стоит привести и мысли в порядок. И не дожидаться, когда вообще воцарится хаос в нашей жизни. Есть такая фраза, что порядок нужно наводить, пока нет смуты. Или какого-то хаоса в нашей жизни, беспорядка. Вот вам хочется больше и порядка, и как прогноза, когда вы сами можете что-то прогнозировать, понимать, к чему идут отношения, или к чему идет мой вид занятости, или для чего я это излучаю, например, да, или куда идут наши отношения. Хочется с чем-то разобраться. Вы знаете, вот эти 10 дней – это прекрасное время для баланса между разумом и сердцем. Позвольте тишине говорить с вами. Возможно, именно в эти 10 дней ваш внутренний голос, интуиция, будет самым верным и добрым другом. И даже если ваш темп жизни может ускоряться, но информации как-то очень много, найдите ежедневно 30 минут для того, чтобы как и привести мысли в порядок, так и услышать подсказки собственной интуиции, что вам говорит тишина. Куда-то не торопиться, это точно карта призывает. Ух ты, а по деньгам тут у нас прямо материализм и выпадает. 15-й старший аркан, карта дьявола. С одной стороны, да, это зависимость. Зависимость от отношений. У кого-то отношения, когда вы зависите по деньгам, и вам захочется финансовой самостоятельности. Или, может быть, у кого-то и кредиты, мои дорогие. Ух, как у вас много карт выпало. Но явно какую-то историю нужно завершать. Вот смотрите, укращенная сила, так называется, 8 мечей, я чаще называю картой искаженного восприятия. Это мы сами на что-то соглашались. Вы, мои дорогие козероги, вот эти 10 жезлов, вы сами добровольно впряглись в какой-то процесс. Но вот наступает момент, когда мы понимаем, или это будет продолжаться бесконечно, как будто другая сторона от этого не отказывается, или люди, которые, может быть, привыкли, что вы всегда помогаете, или вы всегда присутствуете. Они не собираются от такого удобства отказываться, но вы-то уже чувствуете себя заложником, словно мне не хватает времени даже на самого себя или саму себя. И вот этот тупик, по сути дела, да, как Т-образный перекресток. Вот мы шли и уперлись в какую-то стену. И нам теперь нужно либо направо, либо налево. Но если мы говорим про этот аркан, то это ведь сам себя человек вот так подвесил. Или это он берет
некоторую паузу, как вот по четверке мечей, приводит мысли в порядок, да, отдыхает. Видимо, что-то обдумать, слушать тишину. Здесь не должно быть что-то сделано наспех. Здесь, потому что следом, смотрите, два старших аркана, выпадает башня. И это завершение какого-то прежнего жизненного этапа. Раньше первые карты – это был прообраз тюрьмы, которая нас держала в застенках. И вот теперь от удара молнии она рушится, но мы испытываем турбулентность, как невесомость. Раньше мы могли за эти стены держаться, а теперь нет. И нам кажется, ну, что-то идет совершенно наперекосяк. А на самом деле, ведь это карта освобождения. Но это еще и карта трансформации. Действительно какая-то трансформация. Но к чему она ведет? Посмотрите, если тут вам выпадает карта богатства, то с пентаклей, да, это первые шаги, это какое-то начало, не случайно. И мы с вами говорили по аркану ребенок в колоде Ленорман. Это то зерно, которое мы всадим в землю, а в последующем мы вырастим денежное дерево. Есть такая возможность. А иногда это говорит о помощи высших сил. Значит, даже если, вот как по этой башне, нам не то, что не нравится что-то, а не вписывается вообще в наше понимание, как такое может быть. И тем не менее, это какие-то оковы падают. И вам нужно вписаться, мои дорогие, может быть, вот в этот поворот и продумать, что же делать. Но в основе всего лежат два направления. Первое. Не должно быть недопонимания, не должно быть конфликтов. Вот это мы все сводим к нулю. Почему? Потому что пятерка пентаклей, здесь нам говорят материальные проблемы. Как бы так называется карта, это колода очень похожа по значениям на герметическую колоду Таро. Она немножко другая. Но часто мы трактуем пятерку пентаклей как именно недостаток. Первое – недостаток взаимопонимания, второй – недостаток в деньгах. Здесь нам просто про деньги говорят, но и тут-то ведь у вас тоже какая-то ситуация денежная. Есть смысл что-то изучать. Изучать вовремя, не дожидаясь, когда наступит завтра, к примеру. И мы встанем перед фактом, что вот эти финансовые институты, системы меняются. Поэтому загодя как будто себе бы соломки подстелить, что-то продумать, а не тянуть вот эту вязанку и попросту себя лишая возможности в плане времени. И король Пентаклей – это вы, мои дорогие козероги, и даже если смотрят девочки, женщины, это, конечно, карта может говорить еще и об одном таком нюансе, когда, к примеру, для людей семейных может, и именно для девушек, для женщин, какие-то новости прийти от вашего супруга. Может быть, это и у него новости по части работы. Может быть, он был основным добытчиком. Но теперь там тоже что-то меняется. И, возможно, вам приходится теперь продумывать, каким образом больше заработать денег. Вот я такое допускаю. Но и вы тогда по королю Пентаклей будете в таких более мужских сосредоточенных энергиях. Более практичных, более рациональных. А для вас, мои дорогие мужчины, тут точно есть возможность отстроить совершенно новое какое-то благополучие, уйти вот от этого финансового минуса, но при этом не основываться на видении старом, на каком-то шаблоне, потому что эти прежние шаблоны вас только могут затягивать вот за этот забор, за какую-то ограниченную территорию. Или это мы сами себя ограничиваем, если мы исключаем, что время, жизнь идет вперед. Наверное, когда Уран придет в Близнецы, нам всем придется принять какую-то новую реальность. Поэтому, мои дорогие козероги, какая-то перестройка, я бы даже так сказала. И это у вас на финансы. Вот так вот раскрывает карта. Хорошо, в личной жизни что? И здесь тоже вот принцесса Пентакли. У кого-то может проиграться как, может быть, как знакомство с человеком, который моложе вас. Может быть, и есть отношения, и человек старше вас. Но по принцессе Пентакли есть определенная незрелость. По этой карте мы тоже что-то изучаем. И мы даем себе отчет, что да, мы действительно в чем-то не разбираемся. У вас много пентаклевых карт, финансовых каких-то тем. Может быть, даже это с личной жизнью будет связано. Но, видимо, все же деньги – один из способов взаимодействия с миром.
ну и построение нашего благополучия. И значит, даже личные вопросы, мои дорогие козероги, упираются в вопросы финансов. А для кого-то из вас вот именно 15-й старший аркан может, кстати, свидетельствовать, что вам может захотеться, я такое допускаю в июне месяце, сделать красивый жест, сделать кому-то подарок. Может быть и так. Но тогда карта нам говорит, ты не должен зависеть от чего-то. Или не думать. К примеру, ты сделал какой-то важный подарок или дорогой даже подарок, и человек будет чувствовать себя обязанным. Ну, вот как бы не пытайся кого-то купить. Скорее всего, ты в этом не преуспеешь, потому что отношения строятся на искренности, а не на заинтересованности. Сегодня интерес есть, а завтра интереса нет. И поэтому, если это новые отношения, мои дорогие козероги, не включитесь материально в какой-то тот вопрос, который вам не нужен. Перепроверяйте информацию. Помните, к примеру, что есть у нас и скамерство, если мы говорим об общении в интернет, к примеру, да? И есть и как и мужчины, так и женщины, которые этим промышляют. Это просто способ заработка. Поэтому, мои дорогие козероги, берегите себя. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.